Глава 120. Но Селянь, по причине чрезмерного беспокойства и чрезмерного смущения, крепко зажмурился и потому совершенно ничего не заметил. В прошлый раз Хуачен стал инициатором передачи принцу воздуха под водой. Его действия были слишком властными, поцелуй слишком грубым. После случившегося Селянь не позволял себе предаваться воспоминаниям, только помнил, как припухли и онемели губы. Теперь же инициатива исходила от самого принца, и прикосновение вышло осторожным, лишь легким касанием. Он боялся приложить малейшие усилия, будто опасаясь тем самым разбудить Хуачена. Однако, если подумать, его первоначальной целью как раз и являлось пробуждение Хуачена, разве не так? К тому же, если прикасаться совсем легонько, то губы будут неплотно прижаты друг к другу, пропуская воздух, и тогда все труды окажутся напрасными, поэтому Селянь, по-прежнему не открывая глаз, на предельной скорости зачитывая про себя Даоде Цзин, немного отстранился, сделал легкий вдох и снова прижался к губам Хуачена. На этот раз поцелуй вышел глубже прежнего. Забрав своими губами 2 лепестка прохладных губ Хуачена, Селянь медленно выдохнул поток воздуха. От начала до конца принц действовал с плотно закрытыми глазами, не решаясь смотреть. После 5-6 выдохов Селянь подумал, что стоит еще раз надавить на грудь пострадавшего, но, к своему удивлению, распахнув веки, встретился взглядом с Хуаченом, который уставился на него неимоверно огромными глазами. Селянь до сих пор держал в ладонях лицо Хуачена, а их губы разомкнулись лишь секунду назад. Оба все еще ощущали легкое онемение и призрак нежного прикосновения. На какой-то момент демон и принц обернулись каменными статуями, словно одно дуновение ветерка, и они разобьются. Селянь, понятное дело, застыл от потрясения. Но ведь и Хуачен, который и бровью не поведет, обрушься прямо перед ним гора Тайшань, тоже ошеломленно замер. Селянь попросту не мог понять, почему не умер на месте от кровоизлияния в мозг. Лишь спустя время ему удалось выговорить: «Сань Лан, ты очнулся». Хуачен молчал. Селянь разом отпустил его лицо и отскочил на несколько чжанов одним прыжком. «Нет-н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 ет. Нет-нет-нет. Это не то, о чем ты подумал. Я просто хотел что? Подать ему воздух в легкие, но разве демоны нуждаются в воздухе? Скажи принц это вслух, сам бы себе не поверил». Покуда Селянь запнулся, Хуачен тоже резко сел и протянул к нему руку, словно безуспешно пытаясь успокоить: «Ваше высочество, тебе нужно успокоиться». Селянь обеими руками схватился за голову, чувствуя себя разбитым на мириады мелких кусочков. В итоге он сложил ладони вместе и рывком отвесил Хуачену глубокий поклон. «Прости, прости, прости», — прокричал он. Затем развернулся, сорвался с места и бросился бежать. Хуачен наконец пришел в себя, подскочил и погнался следом, крича на бегу: «Ваше высочество!» Селянь, закрыв уши руками, бежал и громко раскаивался: «Прости, умереть. Скорее умереть. А не умереть, так выкопать яму, лечь и притвориться мертвым». Он летел быстрее ветра, в мгновение оказавшись в глубине густого леса, что рос на берегу. И вдруг на бегу прямо в лицо Селяню метнулось что-то похожее на стрелу. Даже в состоянии сильного потрясения мастерство принца оставалось при нем. Взмахом руки он поймал костяной шип и резко остановился, посмотрев в ту сторону, откуда произошло нападение. Однако ничего не увидел, кроме шелестящих зарослей кустарника. Оказавшись посреди скрытых опасностей, он сразу же взял себя в руки, развернулся и побежал обратно. Сань Лан, Хуачен и без того неотрывно следовал за ним, и теперь принц едва не врезался в его грудь. Селянь тут же схватил его за руку и помчался прочь из чащи. «Бежим, в лесу что-то прячется». Теперь принц тащил за собой Хуачена, который не далее как несколько секунд назад гнался за ним. Вернувшись на берег, Селянь наконец выдохнул с облегчением. «Ничего, ничего. Хорошо, что оно не стало нас преследовать». Хуачен согласился: «Да, на острове обитает кое-какая мелочь, но это ничего, они не последуют за нами».
Эта фраза тут же заставила селяня вспомнить одну вещь: разве пристало Хуачену бояться подобных тварей? Опустив взгляд, принц обнаружил, что по-прежнему держит его за руку, и снова остолбенел, затем торопливо отпустил ладонь и отпрыгнул в сторону. Теперь их разделяло несколько чи, воцарилось долгое молчание. Затем Хуачен вздохнул, поправил воротник и произнес: «Я премного благодарен ГГ за мое спасение. Человеческое тело на самом деле приносит немало неудобств. Я наглотался морской воды, а она ужасно соленая». Селянь не был таким дураком, чтобы не понять: Хуачен ищет повод, чтобы уйти от неловкой ситуации, поэтому, конечно же, остается ему подыграть. Принц опустил голову и туманно ответил: что ты, сделав паузу, Хуачен добавил: «Но только, ГГ, ты действовал немного неправильно». Селянь застыл и смущенно проговорил: «Неправильно. Я думал, что достаточно просто подать воздух». «Да. Неправильно. Впредь больше не поступай так с кем-то другим без разбора, иначе может статься, он не только не спасет чью-то жизнь, но и, напротив, нанесет непоправимый вред». Хуачен говорил с абсолютной серьезностью, селянь же ужасно смутился и втайне возрадовался, что ранее ничего подобного не предпринимал, в противном случае действительно оказался бы виноват перед кем-то. «Больше не буду», — поспешил заверить принц. Хуачен кивнул и заулыбался. Селянь же очень хотел в душе попросить Хуачена научить его, как же все-таки правильно передавать воздух из уст в уста, но разве он мог позволить себе еще хоть немного задержаться на этом вопросе? Сделав в памяти пометку, принц огляделся и сказал: «Мы в самом деле оказались на диком острове. Здесь совсем нет людей, конечно. Это самый центр Черных вод. Остров Черных вод». Он произнес это весьма уверенно. Впрочем, двоим непревзойденным, собирателю цветов под кровавым дождем и хозяину Черных вод, полагалось знать друг друга. «Саньлан, ты раньше уже бывал здесь?» — спросил селянь. Хуачен покачал головой. «Не приходилось. Но мне известно о существовании этого места». Селянь, нахмурившись, произнес: «Еще не ясно, куда занесло повелителя ветров и всех остальных. На острове ли они находились в черных водах Южного моря, в чужих владениях. Пэймин властвовал на севере, повелитель земли не являлся богом войны, а повелителю ветров и говорить не приходится. Случись с ними что-то, если они вдруг навлекут на себя гнев черного демона, совладать с ним сможет один только повелитель вод. Но Шиуду в любой момент может подвергнуться испытанию небесной карой, да и прогноз на самом деле не самый оптимистичный. Саньлан, этот черный демон черных вод, он очень вспыльчивый. Как он поступит, если небожители ворвутся в его владение, переступят порог его дома, трудно сказать. Однако ГГ, должно быть, слышал фразу о том, что на земле правлю я, а в воде властвует он. В черных водах даже мне стоит поостеречься. И не только по причине, что эти места являлись чужой территорией влияния. Как бы то ни было, будучи одним из существующих непревзойденных, следует держаться уважительно по отношению к другому, чтобы в будущем, если придется повстречаться, не возникло разногласий и конфликтов. Селянь произнес: «В таком случае нам нужно поскорее покинуть эти места». Они обошли остров вокруг в быстрых поисках, но не стали погружаться вглубь леса. Селянь долго звал, но так и не услышал ответа ни от повелителя ветров, ни от кого-либо еще. Хуачен сказал: возможно, их вовсе не вынесло на остров Черных вод. Они вновь вернулись на берег, с которого начали. Над морем висела тяжелая смертельная ци. Селянь подобрал по пути кусок дерева, который забросил далеко в воду. По логике вещей, дерево может держаться на поверхности, однако брошенный селянем обломок упал в нескольких чанах от берега и мгновенно затонул. Селянь обернулся, поглядел на густой лес позади и заметил: видимо, рубить деревья и делать из них лодку не годится. Сжатие 1000 ли тоже не применить. Как же нам выбраться с острова Хуачен? Однако, возразил: кто сказал, что не годится, но ведь только гроб, в котором побывал покойник,
может держаться на волнах черных вод. Не договорив, принц понял. Нужен гроб. Здесь повсюду деревья. Нужен покойник. Да ведь вот же он, прямо перед ним, оправдав его догадку, Хуачен улыбнулся. Я лягу внутрь, и порядок. Но, несмотря на его улыбку, Селянь, сам не зная почему, ощутил, как в груди тоскливо защемило. Хуачен раскрыл ладонь, и в ней появился Эмин. Сказано, сделано, и вот они вдвоем уже несут бревна. Никаких тварей, скрывающихся во тьме, они не встретили, поскольку не углублялись в лес, и очень скоро перед ними лежало несколько деревьев. За трудом день пролетел в мгновение ока, небо постепенно стало темнеть. Принц и демон разделили работу, оба старались взяться за самое сложное раньше другого, и потому процесс продвигался поразительно быстро. К вечеру гроб был уже почти готов. Селянь за все время их пути сюда подкрепился лишь половинкой маньтоу и уже изнывал от голода, но все же хотел поскорее закончить гроб и уплыть из этих мест. Лишь когда дело приблизилось к завершению, принц нашел предлог пойти наловить рыбы. Но откуда в черных водах взяться рыбе? Вернувшись ни с чем, принц побродил по окраине леса и в местах, которые показались ему наиболее безопасными, сорвал немного диких ягод. Однако, вернувшись, к своему удивлению обнаружил Хуачена возле разведенного костра. Тот сидел, подпирая щеку одной рукой, а в другой держа ветку с насаженным на нее диким зайцем, который пекся на огне. Тушка была уже выпотрошена, даже корочка запеклась до жирного блеска, сделалась хрустящей и золотистой. Непреодолимо манящий запах мяса растекся по округе. Увидев Селяня, Хуачен слегка улыбнулся и протянул ему ветку с зайцем. Селянь принял угощение, взамен протягивая горсть ягод, их можно есть. Оба промокли насквозь после долгого заплыва по морю, да еще вспотели после плотницких работ, однако в молчаливом согласии не стали предлагать друг другу снять одежду, чтобы высушить ее на костре. Заяц оказался поджаристым снаружи и нежным внутри, от аккуратного укуса обжигало рот, но вкус и аромат уже не позволяли остановиться. Тем не менее, Селянь поделил тушку пополам и вздохнул: «Сань Лан, у тебя золотые руки». Хуачен улыбнулся: «Правда». «Что ж, благодарю за похвалу, ГГ». «Правда. И в плотницком деле, и в кулинарном я не видел никого лучше тебя». Той золотой ветви с ешмовыми листьями поистине выпало счастье, заслуженное несколькими жизнями тяжких трудов. Произнося эти слова, принц принялся чересчур сосредоточенно поедать заячье мясо, со стороны же Хуачена не последовало ни единого звука. Спустя время все же послышался его бесстрастный голос: «Это для меня наша встреча, счастье, заслуженное несколькими жизнями тяжких трудов». Селянь не знал, что на это говорить, поэтому полностью сконцентрировался на еде. Лишь спустя некоторое время он заметил, что Хуачен зовет его «ГГ-ГГ». Селянь рассеянно переспросил, что Хуачен передал ему платок, и Селянь наконец заметил, что вгрызался в мясо с таким остервенением, что испачкал пол лица в жире, от которого кожа теперь масляно блестела. Селянь поспешно принял платок и вытер рот и подбородок. Хуачен же протянул ему другую половину зайца со словами: «ГГ, я вижу, ты очень проголодался. Не спеши». Селянь взял половину тушки, немного посидел неподвижно, затем все-таки не выдержал: «Сань Лан, что же это за благородная дама? Как вышло, что даже ты не добился ее?» Принц искренне считал, что если бы Хуачен пожелал заполучить чье-то сердце, в мире не нашлось бы никого, кто смог бы устоять перед его напором. Однако Хуачен сказал тогда, что пока не добился, и принц невольно расстроился, в его душе зародились неоднозначные чувства по отношению к этой партии для князя демонов. Возможно, ему казалось, что она совершенно не разбирается в людях или же совершенно не ценит счастья, которое ей досталось. Хуачен ответил: «Если причина покажется тебе смешной, ничего. Я не осмеливаюсь». Из чувства ли несправедливости, а может, из страха, что Хуачен считает себя недостойным, Селянь искренне произнес: «Чего ты можешь не осмеливаться сделать? Ведь ты же непревзойденный князь демонов, собиратель цветов под кровавым дождем». Хуачен рассмеялся:
какой, к черту, князь демонов? И если бы я был настолько силен, то на несколько сотен лет раньше смог бы изменить свое положение, когда меня только и делали, что избивали, а я ничего не мог с этим поделать. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, ты не можешь так говорить. Ведь каждый закаляется именно посредством трудностей. Однако Селянь тут же вспомнил, что сам перед Вознесением, кажется, вовсе не имел подобного опыта, чтобы его избивали все, кому захочется. Принц тихонько кашлянул, а Хуачен сказал: «Он видел меня в самые худшие времена». Что ж, в таком случае я ей завидую. Услышав такие слова от принца, Хуачен посмотрел на него. Селянь оторвался от еды и мягко произнес: «Можно сказать, я могу понять твою точку зрения». Помолчав, он продолжил: «Мне тоже приходилось переживать неблагополучные времена, и тогда я часто думал о том, что если бы кто-то увидел, как я барахтаюсь в грязи, не в силах подняться, но при этом все еще любил бы меня, вот было бы здорово. Но я не знал, есть ли такой человек, и я бы тоже не хотел показывать кому-то такого себя. И все же мне думается, если это кто-то достойный того, чтобы Сань Лан так настойчиво его добивался, даже увидев тебя в худшие времена, такой человек не скажет что-то вроде он ничего из себя не представляет». Принц задумчиво произнес: «Для меня ты в беспредельном великолепии, это ты. И ты, упавший в грязь, тоже ты. Главное здесь ты, а не какой ты. Я очень восхищаюсь Сань Ланом. Поэтому хотел бы понимать тебя целиком. Поэтому мне очень завидно, что кто-то столь давно видел тебя таким. Это редкий шанс, который можно встретить лишь случайно, но просить о нем невозможно. И осуществится ли твое чаяние, лишь на треть воля небес. Остальное зависит от твоей смелости». И еще долго они оба молчали, тишину нарушал лишь треск костра. Затем Селянь тихо кашлянул, потер точку между бровей и произнес: «Наверное, я наговорил лишнего, прошу прощения». «Вовсе нет. Ты отлично сказал». «Очень верно». Селянь с облегчением вздохнул и поскорее вновь взялся за еду. Хуачен добавил: «Но дело не только в этом. Существует множество других причин». Самому принцу казалось, что он все-таки сказал много лишнего, поэтому он хотел быстрее закрыть эту тему. К тому же Селянь не понимал, почему вообще ему понадобилось так много говорить. Неужели ради того, чтобы подбодрить Хуачена быть посмелее в его попытках добиться любимого всем сердцем человека? Но ведь он не божество, отвечающее за брачные узы. Так что принц лишь хмыкнул в ответ. После этого диалога атмосфера между ними сделалась немного деликатной. Наскоро расправившись с едой, они продолжили трудиться. Очень скоро гроб был готов. Хуачен спустил новенький гроб на воду, затем ловко запрыгнул и уселся внутри. И в самом деле это сработало, длинный и тяжелый кусок дерева не потонул, качаясь на волнах. Однако плавательное средство вышло не таким уж широким, и когда Селянь, подобрав полы монашеского одеяния, ступил на борт, то заметил, что ему некуда сесть. Внезапно над ними послышались глухие раскаты грома, набежали клубящиеся тучи, в которых замелькали лиловые молнии, разорвавшиеся оглушительным треском, и с неба закапал мелкий дождик. Капли падали все плотнее, на глазах превращаясь в настоящий ливень. К счастью, сработали они на славу, даже крышку гробу приделали, иначе, если сейчас плыть по морю, скоро их лодка наполнится дождевой водой и с бульканием пойдет ко дну. Они переглянулись, и Селянь тихо произнес: «Прошу меня извинить». Хуачен без лишних слов улегся в гроб, Селянь лег вместе с ним и накрыл обоих крышкой. Будто кто-то задул лампу, они погрузились в кромешную темноту. Лодка-гроб отправилась в плавание. Некоторое время они качались на волнах, снаружи ливень колотил по крышке, а внутри двое, ни слова не говоря, теснились в узком пространстве, вынужденно прижатые друг к другу. Волны ударяли в гроб, мотая его из стороны в сторону. Селянь упирался рукой в дно гроба, чтобы хоть немного освободить пространство между ними, но в таком положении его голова легонько билась о дерево. Это произошло несколько раз, после чего Хуачен вытянул руку,
положил ладонь ему на спину и прижал принца к своей груди, а другой ладонью накрыл его голову, защищая от ударов. Не осмеливаясь даже дышать слишком часто, Селянь произнес: «Сань Лан, может быть, поменяемся, поменяемся. О чем ты будешь сверху, а я снизу?» Не все ли равно, сверху или снизу? Селянь боялся придавить его, поэтому сказал: «Нам придется плыть так по крайней мере сутки, тебе в этом теле не больше 18, а я ведь, что ни говори, бог войны, очень тяжелый». Он вдруг осекся и сразу добавил: «Сань Лан, ты не надо так внезапно взрослеть». И хотя в темноте принц ничего не видел, но почувствовал, что с Хуаченом, к которому он оказался прижат, случились изменения. Совсем небольшие, но и того хватило, чтобы отчетливо их ощутить и догадаться, что Хуачен, должно быть, принял свой истинный облик. И в самом деле послышался довольно низкий смех. Этот тембр голоса принадлежал истинному воплощению Хуачена. Селяню ничего не оставалось, как лежать у него на груди, однако странная неловкость все же немного спала. Он легонько поднял ногу, чтобы чуть передвинуться, сменить положение, однако Хуачен вдруг произнес: «Не двигайся», его тон звучал серьезно, без тени прежней смешинки. Селянь замер, и в тот же миг раздался грохот, а их лодка-гроб внезапно резко просела в воду. «В чем дело?» — растерянно воскликнул Селянь. Следом послышался еще удар, и их вдруг перевернуло вместе с гробом, который сделал полный оборот. К счастью, вода внутрь не попала, но если такое повторится, ничего гарантировать нельзя. Хуачен, прижав принца покрепче, сказал: «Какой-то твари приглянулась наша лодка.